Представители знака зодиака Телец, приветствую вас, мои дорогие тельцы. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие же события спешат на ваш порог, с чем это будет связано, кто или что, может быть, спешит в вашу жизнь. И, возможно, это новость, какая-то информация, документы или конкретный человек. И знаки судьбы. Как или посредством чего вам хотят сказать или передать какую-то информацию высшей силы, на что вам нужно обратить внимание в эту неделю. И пусть для истории неделя это вообще меньше, чем мгновение, наверное, но мы с вами живые люди, и для нас неделя это определенный период жизни. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад никак не расскажет о личной истории каждого из вас. Я всегда об этом говорю, но, надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Мы не выносим вердиктов, мы предполагаем, вместе размышляем, глядя на метафору карт, и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Что же для тельца? Ох, спешат карты. Давайте узнаем, что же, какую историю недельную нам они раскроют. Смотрю я, смотрите и вы. Итак, телец, что же идет на ваш порог? Каковы события ближайшего будущего? Домашний очаг или семейный очаг, это ваши близкие могут быть, домочадцы, или конкретно это место вашего проживания или пребывания, где вы сейчас находитесь или планируете находиться. Вопросы дома, иными словами, семьи или вашей личной жизни. Может быть и то, что связано, вы дома наводите порядок или обустраиваете свое жилье, делаете его более комфортным. Вот такие задачи тоже могут у вас стоять. Или какие-то события, которые касаются именно вашей семьи. Может быть, родственников, может быть, далеких родственников. У вас выпадает два скрещенных меча. И это не реальность, это то, что мы думаем. Это вообще прообраз тревоги. Причем, обратите внимание, у острия как бы перевязаны эти мечи, то есть никого они уже не ранят, по сути дела. Но это то, что осталось в нашей душе. Где-то это недоверие, отсюда и тревога. Или когда, что-то идет не совсем так, как мы предполагали. Поэтому какую-то глубокую философию явно нужно оставить, а просто подмечать, что каждый день вам приносит. Вообще быть реалистами. Вы тут можете думать, что против вас кто-то замышляет хитрый план. Хотя я могу допустить, вот эта маска. Есть в вашем окружении как минимум один человек, который, правда, за вами наблюдает. И здесь, конечно, нужно быть осторожным, но это не значит, что мы до бесконечности сомневаемся. Нет, наоборот, больше внимания, я бы сказала, концентрация внимания, сталкиваясь с теми или иными людьми. И нам ведь не говорят, откуда эта персона. Либо она по части наших родственников, да, или личной жизни, или это тот человек, которым мы как с чиновником контактируем для того, чтобы решить какой-то вопрос, либо кто-то еще или новый знакомый. Давайте посмотрим, что нам дальше раскроют карты. Поэтому где-то можно даже воспринимать и так. Если кто-то одевает маски в отношении вас, так и вы тоже держите эту маску, наверное, за пазухой. Но все неоднозначно как-то вот в эту неделю может быть. И даже если вы за собой никаких талантов по части лицедейства не замечали, но я предполагаю, что вот эта маска вам тоже некоторые актерские качества проявить советует. А у вас получится, должно получиться. Мы же не хотим себе навредить, правда? И вот смотрите, видимо, быть осторожным все же стоит. Но у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия, но это может быть как какая-то информация, действительно, которую вы получите в эти 7 дней. Или это может быть связано с человеком, нам вот не говорят.
или какие-то обещания, может быть, тут я вполне могу предположить, поскольку маска, но тем не менее, если мы конкретно смотрим значение в этой колоде карт цыганского пасьянса, это исполнение желаний, как минимум одного желания. Давайте пойдем дальше. Вот будьте, наверное, внимательны по части новых знакомых. Теперь я могу сказать так. Почему? А потому что у вас выпадает кот. Кот– это флирт и хорошее настроение. И мало ли кто нам что транслирует, правда? Может, кто-то даже, ну, я могу предположить, из добрых побуждений, а кто-то и не самого доброго умысла может, наоборот, пытаться усыпить наше внимание, и мы где-то так расслабимся. Поэтому хорошее настроение, оно как будто присутствует в эту неделю. Но, тем не менее, замечтаться или одеть розовые очки карта нам не советует. Поэтому держать, опять же, руку на пульсе. Идем дальше. Что нам еще расскажут карты? Ну вот деньги. Переворачивались, кстати, эти карты. Я потом перемешала, но тем не менее деньги есть, деньги будут, по крайней мере, в разрезе этой недели. Хотя я могу предположить с учетом, опять же, вот этого центрального значения. Внимание нужно вам проявить, мои дорогие тельцы, к вопросам денег. Может быть, какие-то деньги вам понадобятся в инстанции, или, может быть, какие-то проплаты вы должны сделать, или будете делать на этой неделе, или будете планировать. Но, может быть, кто-то закрывать кредиты, или наоборот, вы хотите получить ипотечный какой-то длительный кредит. Опять же, вот учреждение, инстанция, это вот по книге проходит в этом пасьянсе. И вам нужно что-то просчитать. Какая-то ваша финансовая стратегия, она должна быть очень четкая. И причем вы можете, вот буквально флаг– это победа, поэтому тут есть повод остаться собой довольным, но не расслабляться, по крайней мере, по картам пасьянса я вижу так. Но, видимо, искусство мелких шагов вам помогает вот эту победу исполнения желаний, да, или получения денег, как приумножение вашего дохода, при вот должном внимании перевести в более такой широкий формат или в геометрическую прогрессию. Почему я так говорю? Потому что если мы про желание и про этот пасьянс, исполнение желания означает корабль, а колчан со стрелами мы можем сложить крайние ряды, как по вертикали, так и по горизонтали. Колчан со стрелами. Это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, тут уже не мне судить. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Но то, что как-то приумножить, к примеру, свой финансовый доход или решить какие-то вопросы по работе, к примеру, да, если вы ищете вторичный доход или дополнительный, или пассивный доход, или у вас бизнес, вы тоже как-то на новую стратегию, тактику хотите это перевести, или как новые способы, откуда к вам могут приходить деньги. Но тут есть именно прогресс, понимаете? Поэтому нужно подумать, каким образом это осуществить, чтобы себе потом сказать спасибо. И пока я с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпадает по вертикали, по горизонтали. И я пока не вижу, мои дорогие тельцы. Давайте дополним картами Таро. Что они нам расскажут на эту неделю. И первую карту мы с вами достанем с таким вопросом. Что идет на ваш порог? Возможно, какое-то событие. С чем это будет связано? И это будет наша первая карта. А вторая карта будет называться «Что спешит в вашу жизнь? Кто или что?» Вот так. И дальше мы немножко продолжим траекторию, да, раскрывать те события, которые могут начаться, к примеру, на этой неделе, и каким-то образом либо влиять на вашу жизнь, либо действительно будут продолжены. И вторая карта у нас будет так и называться «Знаки судьбы». Третья, точнее, карта или вторая в первом ряду. Знаки судьбы, как подсказки.
на что вам нужно обратить внимание и к чему все идет. По второй карте, как кто или что спешит в вашу жизнь, опять же, знаки судьбы и к чему все идет. И мы достанем одну карту: сфера ваших достижений, денег, работы, бизнеса, документы и личная жизнь, и любовь. Так что же идет на ваш порог, мои дорогие тельцы? А выбор какой-то, двойка мечей. Причем тот выбор, который вы должны сделать именно сами. С одной стороны, не ускользая или не соскальзывая в какие-то глубокие размышления, а рациональный выбор, безусловно. Не советуясь, кстати, с кем-то еще. Здесь именно вы сами должны с чем-то определиться. Есть какая-то путаница, будем говорить, что идет на ваш порог. Это тут не совсем оно пришло в эту неделю. Скорее всего, какая-то история с прошлого у вас неразрешимая тянется уже достаточный период времени. Я могу такое вполне предположить. Венера, ваша планета-управитель, ну, она еще в ретро-движении по 13 апреля. С 14 она выйдет в прямое движение. И здесь это может быть связано с некоторыми ситуациями, как и по части денег, заработков, личной истории, какой-то любви буквально, или вопросов недвижимости. Вот. И первый ведь выпадает как раз костер или домашний семейный очаг. Поэтому какая-то путаница у вас должна быть устранена. Это не есть, повторяюсь, что-то новое, а тут еще и старого какой-то гештальт тянется. Ну вот давайте мы узнаем, каков же знаки судьбы. Императрица, вы сами, мои дорогие, это как символ нового «я» или ваш новый статус, к примеру. И здесь может проиграться через личную жизнь новый статус. Он может проиграться где-то через деньги, через ваш бизнес, ну или работу, карьеру. Ну, деньги же все равно откуда-то к нам приходят. Вообще, это карта всяческого благополучия, мои дорогие. И, видимо, себе не навредить. И вот этот выбор как-то нужно сделать очень красиво и правильно. Но все же императрица – это старший аркан, а двойка мечей – это такой мелкий аркан, надо сказать, но такой достаточно сложный, да, сомнения, куда, направо-налево. Одновременно и направо, и налево не пойду, не могу. Может быть, и пошел бы, да? Или наоборот, может, уже надоело сидеть одновременно и то на одном стуле, то на другом. А в какой-то период вы вынуждены были это делать. Я такое тоже могу предположить. А здесь больше ясности хочется и понимания. Так вот, знаки судьбы. Здесь, правда, будут какие-то события на этой неделе, когда либо для вас, мои дорогие тельцы, больше ясности, и все же вот выбор вы это точно сделаете, потому что словно судьба высшей силы вам помогает. И к чему же это все идет? А что-то по личной жизни, похоже, вы будете тут выбирать. Это карта любящего человека, того человека, кому мы можем доверять. Может быть, это тот, которого любите вы, какая-то дружба. Но опять же, выбор тут у каждого свой. Но на кону ваше благополучие, ваша самодостаточность или ваш какой-то проект, мои дорогие. Может быть, это касается вашего личного творчества или дела, бизнеса. Может быть, и по недвижимости тоже у кого-то придется решать. Очень емкий аркан императрица, и тут буквально все. Как и место, где мы находимся, так и наши близкие. Но даже если вы один или одна, значит, кто-то из вас может задуматься, к примеру, о том, чтобы прекратить одиночество. Такое тоже могу допустить. Но, опять же, есть его величество опыт. Откуда-то ведь взялась эта двойка мечей. И поэтому мы его не должны, конечно, повторить. Переложите на себя этот тонкий нюанс. Но все же в центре у нас аркан императрица. Я так вижу, если мы спросили, что же идет на ваш порог, здесь, по крайней мере, в разрезе недели, что-то доброе, которое вам будет нравиться. Или пусть это будет в виде известия, или как даже спокойного течения жизни. Я могу такое предположить тоже, когда вы можете заниматься своим имиджем, вы сами себе как нравитесь, когда вы можете укрепить собственное здоровье, больше бодрости почувствовать. Это тоже очень важно, потому что здоровье, имидж – это увязывается, это все едино. И императрица, она сама у себя на первом месте, и ее творческие какие-то планы
ее задумки, но рядом карта любящего человека и личная жизнь. Вот понимаете, тут красивый какой-то узор, когда все сферы жизни в едином согласии, когда все очень гармонично. Вот у вас есть такая возможность разобраться в чем-то, чтобы не было какой-то путаницы. Кто или что спешит на ваш порог? Ну вот, кстати, я могу сказать по аркану императрицы, ведь где-то прелюдия этой карты королева Пентаклей. А у вас выпадает кто или что спешит на ваш порог? Король Пентаклей. И это можно рассудить так, что это конкретный человек, которому вы можете доверять. Потому что по королю Пентаклей, в общем-то, эта карта символизирует людей надежных. И я не могу сказать, что называть можно по королю Пентаклей эти энергии как вдохновение. Вот у него с ним очень сложновато, но зато это какая-то надежность в материальном плане. Это, безусловно, рационализм, умение надеяться на самого себя и вот какой-то базис, да, то, от чего мы всегда можем оттолкнуться. Вполне вероятно, у кого-то это через личную жизнь проиграется. А если мы говорим, среди вас много творческих людей, иногда по королю Пентакли идет меценатство, в том числе поддержка. И я могу предположить, если вы пишете музыку, может быть, вы пишете картины, книги, и для вас вот этот вопрос тоже актуален, то вы можете встретить как раз того человека или какие-то важные согласования провести, когда ваше творчество будет продвигаться благодаря конкретной какой-то персоне. Вот это я тоже могу предположить. И, может быть, как раз внимание к вам будет уделять этот человек, потому что мы сказали, вдохновения маловато, а вы его будете вдохновлять. Да, он такой прагматик, рационалист, и ему интересно, ведь для нас, для каждого очень важно вдохновение. Вдохновение – это как специя. Его нужно совсем немного, но оно способно изменить все. Великолепные слова Пабло Пикассо. И это действительно, если без вдохновения, то в серую рутину наша жизнь превращается. Так вот тут какой-то может быть союз или по личной жизни, или, может быть, по творчеству, по работе, когда люди взаимно дополняют друг друга. Вот об этом я хотела сказать. Поэтому тут кто-то может спешить в вашу жизнь, или, может быть, контакты с каким-то человеком для решения даже вопросов по части быта или дома, собственного благополучия, каких-то согласований. Но, по крайней мере, я вижу для вас, мои дорогие тельцы, даже если вы путешествуете по каким-то инстанциям, нет каких-то противодействующих энергий в ваш адрес. Вот это точно, потому что карта надежности. Давайте мы откроем знаки судьбы. Деньги. Ну, все то, что я говорила. Очень символично вверху карта императрицы. Может быть, действительно, как меценатство у кого-то может проиграться, но меценатство это не на пустом месте, это не просто как жизнь за чей-то счет, а именно это ваша какая-то работа или творчество и поддержка конкретного человека, которому вы интересны. Хотя я могу допустить, что он заинтересован в вас, ну, тогда и вы заинтересованы в нем. Есть здесь плодотворный, посмотрите, какой красивый триплет, но начинается с двойки мечей. Какой-то правильный выбор вы должны делать. Десятка пентаклей – это вот всеобъемлющее, все то, что мы говорили про императрицу. Или буквально какие-то решения денежных вопросов, которые могут достаточно остро стоять у вас на этой неделе. Но тогда нет ничего невозможного, чтобы их не решить, мои дорогие. Поэтому в целом на этой неделе вы очень ресурсны. Но карты нам о чем хотят сказать? Если мы спросили знаки судьбы, нужно быть очень внимательному к деньгам. Тут буквально, может быть, вам придется считать, несмотря на наличие каких-то денег. И вполне вероятно, вот эта двойка мечей у кого-то будет говорить, что вроде деньги приходят, и с учетом пасьянса, а их нужно за что-то проплатить или отдать, или погасить какой-то кредит, или, ну, может, кто-то декларацию готовит, или проплаты, какие-то налоги тут, ну, у каждого по-своему. То есть и вроде деньги есть,
но считать их приходится. Поэтому будьте внимательны. К чему же это все идет? А какая-то перезагрузка. Вот, кстати, может быть, то значение, как мы сейчас только с вами говорили, что деньги нужно, ну, как-то так рачительно и очень внимательно, потому что к чему же все идет или какое продолжение следует. А вот у нас здесь нулевой аркан, и обратите внимание, этот шут Чаромаркетти изобразил как маг, представлен даже выше, чем маг, потому что жонглирует наш шут, дурак, всем зодиаком. Это карта хаос перед началом творения. Еще творение не началось, есть еще какой-то хаос и какая-то еще неразбериха. Она может у вас продолжаться. Но это не значит, что, мои дорогие тельцы, все не встанет по своим местам. Но просто это лишь карта будет свидетельствовать о том, что вам еще какой-то придется пройти путь, когда, ну, нет еще четкой какой-то траектории. Поэтому свое богатство буквально беречь, беречь самих себя. Может быть, вопросы здоровья, имиджа для вас. Это будет очень актуально и на последующий период, и это и уже не про неделю, а это как минимум до конца апреля. Поэтому, как и вы сами, так и все то, что мы можем говорить о благополучии, это как основа всего для вас до конца апреля. Потому что что-то вам придется еще и продолжать. И более того, раз нулевой аркан, вам придется менять, трансформировать что-то. Поэтому уже теперь вас карты хотят предупредить, что ты должен уметь видеть на пару шагов вперед, дорогой телец. Сфера ваших достижений и денег. Усталость. Может быть, какая-то многозадачность. Вы можете столкнуться и с тем, что вы долгое время кому-то помогали, участвовали в жизни, может быть, даже ваших родственников или друзей, ну, какие-то контакты, именно когда вы согласились, к примеру, какую-то работу или труд выполнить, да, а вот теперь вы будете поставлены перед фактом, что так дальше продолжаться не может. Вот не случайно, опять же, двойка мечей. Это может быть как свидетельство, что вы теперь будете фильтровать, в чем вы будете участвовать. И, кстати, неважно, кто меня смотрит, мужчина или девочки, карта императрицы для мужчин тоже будет говорить о том, что да, это ваши где-то как задумки, идеи, а с другой стороны, это может быть еще и женщина очень важная в вашей жизни. Но, тем не менее, идем вперед. Так вот, двойка мечей, тут выбор, что я буду продолжать, от каких, может быть, обязательств или от каких ограничений я буду красиво уходить, или кому я скажу «нет», как-то тоже очень красиво, потому что вот эта десятка жезлов– это тяжесть. С одной стороны, нам карта говорит, да, у тебя хватит сил эмоциональных, физических тянуть, по крайней мере, на этой неделе вот эту самую лямку. Но нам ведь карта сразу дает совет. Делегируй. Делегируй то, что ты делаешь сейчас, тому, кто может быть призван это делать. И очень часто мы соглашаемся даже на помощь действительно нашим близким, потому что, глядя на то, как они пытаются что-то осуществить, мы думаем, ай, я вот сам или сама, да сейчас быстрее тут за пару минут или за пару часов будет и лучше, и правильнее, и надежнее. А на самом деле мы ведь никогда не задумываемся, а может быть это высшие силы дают даже нашим близким какой-то опыт, который они должны приобрести. И мы тем самым нарушаем ход небесных фишек. Поэтому какое-то ваше участие, мои дорогие тельцы, вам точно придется пересмотреть. Почему? Когда выпадает эта карта, особенно на сферу достижений, денег, вы можете включиться вот в эту самую многозадачность и впустую потеряете время. А у вас аркан императрицы, тем более, как бы удваивает это значение. Вам нужно сейчас заниматься самими собою. И тогда ваши дела, ваши деньги, ваше благополучие, оно будет лучше складываться, вам больше будет удаваться, а самое главное, для вас самих больше останется времени. Потому что вы уже тут, знаете, как какую-то себе стратегию заложили. И единственное, чего вам не хватает,
это, ну, может быть, как внутренних сил или буквально сил физических. Где-то вы забыли о себе, и вот теперь пора вспомнить. Давайте посмотрим личная жизнь. Ух, тут император. Может быть, по части личной жизни какие-то согласования. Вообще, действительно, у нас пара. И император, и императрица. И у кого-то личная жизнь в центре внимания. Здесь могут быть и важные согласования. Нам тут о смене статуса могут говорить, безусловно. И этот император может для кого-то смена статуса означать, пусть на личную жизнь. Но личная жизнь не всегда про любовь. Хотя мы спрашивали, личная жизнь и любовь. Так вот, по карьере это тоже могут быть согласования какие-то с руководителями, может быть, с руководителями руководителей, какие-то более такого высшего звена. Хотя для кого-то это может быть и император дома такой, где-то и несговорчивый. Вам придется договариваться. Почему по императрице всегда, знаете, как дипломатия в квадрате? Потому что императрица способна договориться даже с несговорчивым императором. Это у нас по императору значение. Есть два мнения, мое и неправильное. У императрицы нет. Она нацелена, чтобы себе не навредить. И это в равной мере относится, опять же, как и к девушкам, так и к мужчинам. Договариваться вот с такими императорами придется, я так вижу. И опять же, может быть, вот посмотрите, все карты ведь более чем позитивные, но вот эта двойка мечей, как ложка дегтя в бочке с медом, тем не менее присутствует, и выбор придется делать. Что-то вам может не нравиться, а вот реальность, она как будто какую-то свою стратегию вам пытается продиктовать. Поэтому переложите, мои дорогие тельцы, на реальность своей жизни, как это можно применить в вашем случае. Но дипломатия, она вам определенно помогает. Может быть, и поэтому у вас в цыганском пасьянсе исполнение желания, потом мы с вами говорили, как-то вот это надо переложить красиво в тот прогресс, когда это одно желание перерастет сразу в несколько. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.